А вот в такой интересный туман мы сегодня попали. Такая была неплохая погода, переменная облачность, солнышко. И все было так красиво. И вдруг ни с того ни с сего, без 10:09, мы попадаем вот в такой вот плотный туман. А вот так выглядит дорога на подъезде к Саутгемптону. Потому что все-таки это достаточно крупный портовый город. И даже 3 полосы недостаточно. Машин много. Всем привет! Дорогие зрители канала «Ремонт лодочных моторов» города Уссурийск. Я тоже зритель. И специально для канала я записываю свою поездку на Southampton Boat Show. Вот с такими красавицами. Поехали! Итак, первый небольшой обзор. Это лодка класса RIP. 8,5 метров. Фирмы Grand. Самое интересное, что эти лодки строятся на Украине. Их привозят сюда, с Украины. То есть приводится корпус и уже надувные баллоны. Да? А уже здесь их напичкивают электроникой и подвешивают мотор. Смотрите, что я нашел. Это первая лодка, которую оценила моя жена. Потому что у этой лодки есть... Хопа! Открывается передний нос. И здесь есть туалет. Сюда можно вот так зайти. Закрыться за собой. И, пожалуйста, есть туалет. Даже есть маленькое окошко. Вот, это что-то с чем-то. Но здесь, соответственно, можно загорать. А в закрытом положении здесь еще и полуторное посадочное место. Вот такая вот красота. Здесь большие сиденья, стол с подстаканниками. Но это место водителя и второго пилота. И вот такая вот красотища. Сейчас мы посмотрим на ее цену. Сейчас мы подойдем к стенду. И что мы видим? Для тех, кого интересует, 122 600 фунтов стерлингов. 8,5 метров. Я так понимаю, что четырехтактная Suzuki 350. Просто супер. Вот еще одна интересная лодка. Это уже жесткий корпус, алюминиевая конструкция, то есть достаточно легкая. Имеется 2 основных сидения, водитель и пассажир. Вот там вот вход в кабину. Кабина очень маленькая, там всего лишь одна двухспальная кровать. Вот здесь еще один выход туда, в ту же кабину. Есть туалет и душ. Есть радар. И стоят 2 четырехтактных Mercury по 225 каждый. 300-литровый бак для бензина. И бак отдельный для дизеля, для отопления внутри кабины. Очень интересная лодка тем, что имеет скорость до 45 узлов. Вот, и при хорошем расходе бензина может идти 30-35 узлов в районе 40 литров в час. Вот такой вот интересный вариантик. Самое смешное, что мне он не очень нравится, а жене как раз-то очень понравился. Вот гуляем мы по Southampton Boat Show, а здесь стоят такие красивые автомобили. Классика. Вот жена мне и говорит: фигня все твои лодки. Вот смотри, что интересно. Вот это вот уже что-то с чем-то. А вот здесь продается вот такая мелочевка. А вот тут уже что-то более интересное. Ну-ка, сейчас мы посмотрим на этот трип. Вот это уже что-то более интересное. Кстати, для тех, кому интересна цена,
4,8 метра, алюминиевый рип, 50 сильной Тахатса, 19 тысяч фунтов. А вот здесь продаются всякие разные припампасы для лодок, катеров и яхт. Вот я набрел на моторы Тахатсу. Вот интересно, что я заметил. Есть 9,8, есть 8, есть 20, есть 15, есть малыши 4, 6 и 5, и есть крупняк. 30-ки, 40-ки, 50-ки, 60-ки, наверняка можно найти и крупнее. Как ни странно, достаточно популярной версии 9,9 здесь просто нету. Здесь сразу продается пятнашка. А вот это уже интересно. Наверное, это связано с тем, что в Великобритании вообще не нужно регистрировать ни лодки, ни моторы. Здесь нету техобслуживания, нету регистрации. Просто купил и поехал. Поэтому абсолютно не нужна задушенная версия до 9,9. Еще одна интересная часть выставки — это то, что здесь очень много стоит лодок на воде, представительств, на продажу, на просто показать. Очень-очень много. Сейчас мы немножко пройдемся, если что-то особо интересное увидим, снимем. Итак, я наконец-то нашел ямаховский стенд. И вот, пожалуйста, Yamaha, четырехтактная 9,9. Любые варианты. Пятнашка. Опять же, любые варианты. И сейчас я буду спрашивать цены. И 20-ка. А также есть 25, малышки, много всяких малышек. И дальше крупняк. 70, 60, 50, 40, 30, 425, белый 300, 250 и 200. Вот. Сейчас мы поинтересуемся у ребят ценами на эти моторы. Даже есть 90 VMAX, чтобы это не значило. Вот, пожалуйста, 100-ка, 130-ка и 150-ка. Да? Все любые варианты, все что угодно. Даже есть, вот, пожалуйста, 8-ка с подключением. Хотя наверняка есть и с рукояткой. Итак, друзья, к сожалению, представитель Yamaha не захотел сниматься на видео, не захотел даже говорить на заднем плане, но сказал: пожалуйста, любые вопросы, я все отвечу, а потом сам записываю. Я говорю: прекрасно, нет проблем. Так вот, смотрите, 9,9. 9,9 сейчас есть в нескольких вариантах. Самый дорогой 3130 фунтов, но при регулировке он меняется в пятнашку, а при замене карбюратора он меняется в 20-ку, потому что у него уже размер цилиндров намного больше, намного ближе к 20-ке. То есть была старая 20-ка именно с таким размером цилиндров. Вот. И цена вот она, 20-ка 300, вот это 10-ка 300. Ну, а самый простой вариант 9,9, пожалуйста, 2380 фунтов. Ну, пятнашки здесь, прошу прощения, очень много вариантов, очень много всех опций. А еще я забыл сказать, что они все четырехтактные, и в Европейском Союзе не используются больше двухтактные двигатели для простых людей. Есть несколько вариантов для коммерческого использования, но для простых людей все движки идут четырехтактные. И связано это ни с чем иным, как с выхлопами и выбросами. Вот так вот. Ну и, пожалуй, самый большой подвесной мотор, который я вообще когда-либо видел, и который я видел сегодня. Вот такой вот Mercury Monster. Не знаю, наверное, не видно. 600 лошадиных сил. Двойной пропеллер.
просто чудо. Я только что заходил к ребятам из Mercury, они тоже не захотели разговаривать на камеру, но я поинтересовался насчет китайских моторов. Они говорят, что да, есть малое количество китайских моторов на продажу в Великобритании, но в основном люди, даже если их покупают, то в конечном итоге переходят все равно на такие бренды, как Suzuki, Mercury, Yamaha и Tohatsu, просто потому что качество и техподдержка. Вот. Наверное, скорее даже техподдержка. Даже если с такими моторами что-то происходит, у брендовых лучшая поддержка, и проблемы решаются быстрее и проще. Поэтому китайцев, к сожалению, в Великобритании нету. А может и не к сожалению. Мы идем на выход, и я бы хотел ответить на пару вопросов, которые ребята из ремонта лодочных моторов города Уссурийск просили меня задать. Знают ли здесь про китайские лодочные моторы? Отвечаем, знает. Но китайские лодочные моторы популярностью не пользуются, люди их не покупают, просто в силу того, что порой они бывают хорошие, а порой не очень. Люди находят проще купить мотор подороже, вот, и использовать его. У него будет и хорошая техподдержка, в случае, если что-то пойдет не так, да и качество будет лучше. Почему не используются двухтактные лодочные моторы? Если у вас уже есть двухтактный лодочный мотор, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Новый двухтактный лодочный мотор после 2007 года купить в Евросоюзе и в Великобритании в том числе нельзя из-за выхлопа. Для коммерческих пользователей двухтактные лодочные моторы есть, но в очень ограниченном ассортименте. Ограниченный размер, ограниченная мощность. Все сводится к выхлопам. К сожалению, расходников масла и других вещей здесь не было. Но эти вопросы я задам где-нибудь еще. А вообще, был очень интересный день, было очень много интересных катеров, лодок, яхт. Ну и даже вот, пожалуйста, есть трейлеры, подлодки, катера. Очень-очень много всего. Так что всем большое спасибо за внимание. Ну и, конечно, большое спасибо каналу «Ремонт лодочных моторов», город Уссурийск. Всего доброго. Дорогие зрители и подписчики канала «Ремонт лодочных моторов Уссурийск». Меня зовут Михаил. Я водномоторник. Я подписчик и благодарный зритель канала. Именно поэтому, когда я собрался поехать на Southampton Boat Show, а это прекрасное место, где можно посмотреть, а можно и купить лодку, мотор, катер, яхту, маленькую, большую, среднюю, огромную, я предложил ребятам из Уссурийска, что «А хотите, я поснимаю видео?» И ребята из Уссурийска сказали: «Конечно, поснимай. И нам будет интересно, и нашим зрителям будет интересно», что я и сделал. А потом они сказали: «Ну, раз уж поснимал видео о выставке, сними хоть маленькое видео о себе, чтобы наши зрители знали, кто ты такой». Что я и делаю. Ну вот он я, на воде. У меня 5-метровый рип, не очень новый, достаточно старый. У меня 50-сильная Yamaha, 4-тактная, инжекторная. Я очень часто выбираюсь один, очень часто выбираюсь с семьей. Вообще стараюсь выбираться на воду как минимум раз в неделю. Иногда, конечно, это не всегда получается, но тем не менее. Я очень люблю быть на воде, мне очень нравится это. Вот. У меня много-много лет была маленькая лодка. Пару лет назад я обзавелся вот этим рибом и до сих пор им пользуюсь. Великобританию не зря называют Туманный Альбион, потому что пришел дождь, очень плотная стена дождя, меня накрыло, пока я катался на лодке, я весь мокрый, но зато я получил отличный заряд хорошего настроения, адреналина. Сейчас посидел, отдохнул немножко, глотнул чайку. Ну и думаю, еще пару кружков сделать. И пора отправляться домой.
Вообще, отдых на воде – это всегда прекрасно. Это хорошее настроение, это что-то интересное. Я очень-очень люблю бывать на воде. Но должен всем сказать, оставайтесь на воде, но держитесь в безопасности. Будьте аккуратны, будьте внимательны. Помните о элементарных правилах техники безопасности. О том, сможете ли вы справиться, сможете ли вы спасти себя и тех, кто с вами. Стоит ли лезть туда, куда лезть иногда не стоит. Спасательные жилеты, рации, телефоны водонепроницаемые. Да и просто сообщайте своим друзьям, любимым, знакомым и тем, кто сможет вам помочь, куда вы отправляетесь и что вы будете делать. Берегите себя и посещайте интересные, красивые места. Любите природу. Пользуйтесь хорошими, надежными моторами. Наслаждайтесь этим. Ну что же, это последняя часть этого видео. Двигатель промыт. Пора поставить лодку в гараж и закрыть дверь. Спасибо за внимание.